Привет, на связи Шинджи. У меня наконец-то дошли руки до создания этого видео. Сразу хочу предупредить, что вам совсем не обязательно прислушиваться ко всем моим советам. Ну и, конечно, я тоже могу ошибаться, если что, вы всегда можете бросить тапочек мне в лицо и написать в комментариях, что я делаю в этой жизни не так. Первую работу на исправление мне любезно предоставила Камила Алиева. И что сразу бросилось в глаза, это анатомия. Я не буду заострять на ней много внимания, просто скажу, что ее желательно подучить. Хочу заметить, что мордочку я переделала под себя, и это не совсем анатомически правильно, тут скорее дело вкусовщины и стиля. Немного поправив все это дело, я добралась к теням, и у меня есть подозрение, что они сделаны каким-то супер темным цветом, может даже черным. И поверх просто бахнули переход. Никогда не используйте черный цвет в тенях. Я уверена, что вы уже не раз это слышали, но почему-то не все это помнят. Если вы даже посмотрите на какую-то супер черную птичку, то она будет скорее синих, зеленых, возможно фиолетовых тонов, но черным там и не пахнет. Форму глаз я старалась не менять, она осталась такой же овальной или скорее миндалевидной, но я перерисовала ресницы. Они росли немного непонятно и не совсем были похожи на ресницы. Дальше я приступила к самому интересному. Это волосы. Художница использовала очень много слоев с переходами, и из-за этого было не совсем понятно, как они растут. Советую рисовать сначала большие тени, а только потом переходить к мелким волоскам и другим деталям по типу бликов. Так вы точно не потеряете желаемую форму волос и направление прядок. Украшение на волосах лежало немного неестественно, и его пришлось переделать совсем. Почему-то до меня долго доходило, что это ручка от двери, а не копыта, но это просто я дурак. И чтобы было понятно, что это двери, я добавила на нее текстурку дерева. Финальным штрихом стал свет от открытой двери и небольшие силуэты мебели на фоне, процесс создания которых почему-то не записался. Второй рисунок сегодня от Аниты Кот. Это уже лайновая работа, и первой явной такой огрешностью был размер холста. Советую делать его побольше, так как линии пиксельные и выглядит это не очень. Ну или во всем виноват ВК, который скушал качество. Как и на первой работе, тут также присутствовали небольшие проблемы с анатомией, но мы их опять пропускаем мимо ушей. Первым делом я добавила объема рисунку при помощи теней, которых на первоначальном варианте почти не было видно. Почему-то многие начинающие художники жутко боятся делать тени более глубокими. Наши глаза жаждут контрастов. Чем их больше, тем лучше объект воспринимается человеческим глазом. А из-за блеклости теней работа смотрится уже не так хорошо, как могла бы. Также тут было допущено две, я бы сказала, типичные ошибки многих художников. Первое – это глаза, которые видно сквозь волосы. Многие могут сейчас возмутиться, ведь у меня же такой стиль. Но это тоже дело вкусовщины, я склоняюсь к реализму, и для меня такое выглядит не очень симпатично. Ну и вторая ошибка – это линия роста волос на загривке. Она вроде как есть, но ее не видно. Многие художники ее просто не рисуют, но опять-таки я склоняюсь к реализму, принцип роста волос у людей и лошадей отличается, и вы должны это помнить. Я опять добавляю прядок на волосах и перехожу к фону. Он показался очень простым, звездочки однотипны, хоть и разных размеров, и луна сделана буквально в 3-4 клика. Поэтому я добавляю еще несколько оттенков синего на небо и немного разнообразия к небесным объектам. В этой работе довольно неплохо с композицией, но я решила добавить еще облака как направляющие. Также мне кажется, что в работе должна присутствовать какая-то логика, и раз уж персонаж единорог, то стоит добавить каких-то листиков на фон, она же все-таки не на облачке сидит. Еще один нелогичный момент – это магия. Что она делает с ее помощью? Вроде ничего не держит, и на рисунке и так довольно светло, чтобы использовать ее как источник света. Отсюда мы плавно переходим к последней ошибке – это свет. Почему на лошадке есть свет от магии, но нет освещения от луны? Под конец проверяю тон, переводя работу в черно-белый вариант, и на этом заканчиваю свое исправление. Спасибо за просмотр, подарите этому видео много любви, и я выпущу еще несколько частей такого. Надеюсь, вам понравилось.